Здравствуйте! В это непростое время, когда ситуация заставляет нас обособиться, уединиться внутри наших квартир, зачастую напоминающих кельи, нельзя не вспомнить о святом Иерониме, жившем в IV веке, святом отце, подвижнике, ученом, аскете и отшельнике, искавшем уединение как в Халкидской пустыне, так и, очевидно, в стенах своей кельи. Как человек с блестящим классическим образованием, как почитатель современных для него античных авторов Плафта, Цицерона, Вергилия, Горация, как вдохновитель римского кружка интеллектуалов и участник кружка интеллектуалов в Аквилее, и в конце концов, как переводчик Библии, святой Иероним стал культовым персонажем эпохи гуманизма, эпохи Возрождения. В изобразительном искусстве образ святого Иеронима обретает популярность прежде всего в Италии, начиная уже с XIV века, а в заальпийские страны приходят в XV, в том числе и в Германию, но популярным здесь становится с XVI столетия в связи с предреформационными и реформационными движениями, которые зарождались в недрах гуманистических сообществ. Германия – родина книгопечатания. Именно здесь образ святого Иеронима находит особое распространение и хождение в печатной графике. В связи с этим речь у нас пойдет об образах Иеронима в гравюрах Дюрера, которые как с художественной, так и с интерпретационной точки зрения являются, образы Иеронима в гравюрах Дюрера являются одними из лучших воплощений этого образа в мировом искусстве. Этот образ красной линией проходит сквозь творчество Дюрера и проявляется в двух ипостасях, в двух иконографиях. Это прежде всего святой Иероним как ученый и святой Иероним как отшельник. Всего у Дюрера 6 гравюр Иеронима, из них 5 находятся в собрании Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Самое раннее изображение, которого, к сожалению, нет как раз-таки в собрании музея, это очень редкое изображение, очень редкая гравюра. Лучший отпечаток находится в Базельском художественном музее, как и доска к этой гравюре. Это одновременно и первая подписанная Дюрером гравюра. И является она фронтисписом, то есть рисунком, предшествующим титульному листу в книге, фронтисписом к письмам святого Иеронима. Эта гравюра была выполнена в 1492 году Дюрером в Базеле, где он оказался во время своего мастерского путешествия. Дело в том, что, по всей видимости, Николаус Кеслер, издатель этих писем, этих писем Николауса Кеслера, не удовлетворило изображение к первому изданию 1489 года, и по рекомендации Антона Кобергера, крестного отца и известного нюрнбергского печатника, он приглашает в качестве художника Дюрера, тогда еще никому неизвестного. И для того, чтобы понять новаторство Дюрера в этой гравюре, можно сравнить это изображение с изображением святого Иеронима во всемирной хронике Хартмана Шеделя, которая была издана в 1493 году в Нюрнберге и которая была проиллюстрирована гравюрами Михаэля Вольгемута и его мастерской. Михаэль Вольгемут был учителем Дюрера, и, по всей видимости, Дюрер же принимал участие в
работе над этими иллюстрациями. Тем не менее, Дюрер делает очевидный шаг вперед, потому что он обращается в этой гравюре скорее к произведениям нидерландского искусства или к произведениям Мартина Шангауэра, невольного учителя Дюрера, его кумира, у которого все же Дюреру не удалось реально поучиться, поскольку когда он поехал к нему в мастерскую в Кольмар, он не застал уже его в живых. Что мы здесь видим? По сути, и по всей видимости, итальянская схема изображения Иеронима как ученого в своей мастерской, в студиола. Здесь эта схема довольно сильно трансформируется и превращается в изображение Иеронима в скорее бюргерской комнате. Подтверждением тому являются и различные детали, в том числе и кровать с альковом, ниша, пейзаж на заднем плане. Действительно, вот по такой схеме довольно часто пишут, оформляют свои композиции нидерландские мастера 15 столетия и тот же самый Мартин Шангауэр. И единственное, конечно, что здесь выделяет святого Иеронима, это 3 книги, 3 Библии на еврейском, греческом и латыни, подчеркивая значимость его именно как переводчика. В нише оказываются также книги «Иероним ученый», ну и, конечно же, лев, которому по преданию Иероним вытаскивает занозу из лапы. В раннем же творчестве Дюрер обращается к образу Иеронима еще раз, около 1496 года. И к этому времени он уже имеет другой опыт. Дело в том, что в 1494-95 годах Дюрер, как известно, совершил свое первое путешествие в Италию, и в Северную Италию, и, конечно же, венецианская и североитальянская живопись оказывает на него довольно сильное воздействие. И, очевидно, здесь эти влияния есть. Кроме того, Дюрер здесь изменяет технику. Вместо гравюры на дереве, где основным выразительным средством является достаточно толстая грубая линия с достаточно толстым и грубым параллельным штрихом, и понятно, что светотень здесь выразить, по крайней мере, на данном этапе было достаточно сложно, Дюрер обращается к резцовой гравюре на меди, гравюре на металле, в которой, естественно, нюансы света и тени выполнить проще. И выразительным средством ее, конечно же, является прежде всего передача пятна. И действительно, вот та нюансировка света-тени, возможная в этой технике, она начинает интересовать Дюрера. И, наверное, самые сложные градации ее можно увидеть в самом темном пятне, скале, которая находится за Иеронимом. Иконография, ну, собственно, здесь Иероним находится в пустыне Халкидской, иконография приходит опять-таки из Италии. В формах скал можно увидеть отсылки к живописи североитальянских мастеров Андреа Монтеньи и Джованни Беллини. Но помимо технических и иконографических метаморфоз, здесь появляются дополнительные смыслы, которые будет в дальнейшем развивать Дюрер. Скалы, которые огораживают Иеронима от внешнего мира, образуют своеобразный микромир
микрокосм, который противопоставлен гавани на заднем плане макромиру, макрокосму. И изображение скал и моря здесь еще можно понимать как христианский символ. Это символ стойкости перед искушением внешнего большого мира. И вот после этих двух гравюр Дюрер надолго забывает об образе святого Иеронима и возвращается к нему только в начале 1510-х годах. С чем это связано? Прежде всего с членством Дюрера в кружке, гуманистическом кружке Нюрнберга, который был организован викарием августинцев, ордена августинцев, покровителем и другом Лютера Иоганном фон Штаупицем. Кружок этот назывался «Солидатис Штаупициана», ну, попросту кружок Штаупица, и, по сути, туда входили гуманисты, которые... сообщество гуманистов, поддерживающих будущую реформацию, рождающуюся реформацию. И из членов этого кружка, кроме Дюрера, туда входил и Вильбальд Пиркхаймер, друг и нюрнбергский гуманист, и друг Дюрера. И этот кружок, он был, собственно, ядром почитания Иеронима, который в предреформационном ключе почитался не только как ученый-гуманист, но и как человек, освободивший Писание от неправильных толкований. В кружок также входил и секретарь Нюрнбергского совета Лазарь Шпенглер. Это близкий друг и сосед Дюрера. И вот в 1512 году Лазарь Шпенглер опубликовал свой перевод с латыни на немецкий биографии святого Иеронима. Трактат ученика Иеронима Евсевия Кремонского. И в том же 1512 году у Дюрера появляются две гравюры с изображением Иеронима. Первая из них – это гравюра на дереве, это Иероним в пустыне, это фронтиспис к изданию перевода Шпенглера. Здесь, очевидно, усложняется техника, которая теперь в гравюре на дереве позволяет передать и светотеневые отношения. Здесь же усиливаются и пространственные отношения. И главное, что здесь усиливается противопоставление замкнутого и того открытого пространства. Замкнутая пещера и открытое пространство как манящее окно, зовущее и искушающее. И, наверное, вот это противопоставление и усиление этого противопоставления приводит Дюрера к психологизации самого персонажа, самого святого Иеронима. Сам Иероним, его изображение, оно близко к иконографии изображений евангелистов в средние века, собственно, с античности и так далее. Но тем не менее, эта иконография очень сильно, и поза святого Иеронима очень сильно драматизируется. Это и неудобная поза, и сгорбленная спина, и втянутая голова, и нервно скрюченные пальцы, водящие по строкам книги. И в конце концов, это такой вперенный в распятие взгляд, который, тем не менее, может свидетельствовать и о внезапном божественном озарении. И свет поэтому здесь начинает играть довольно большую роль. И интерес к свету дает повод Дюреру для эксперимента с изображением святого Иеронима в другой технике. Это гравюра, выполненная в том же 512 году, Иероним у Ивы. И это техника сухой иглы.
которая достаточно редко использовалась гравюрами, и которая в целом близка она к резцовой гравюре, но вместо резца здесь используется игла, которая дает более тонкую, нежную, бархатистую линию. И отсюда Дюрер может попробовать и освоить различные способы тонирования и нюансов тонирования поверхности. Тем более здесь эта проблема становится достаточно яркой, потому что сам образ и сама композиция очень близка к некоторым композициям Джованни Беллини. И проблема света для венецианской живописи, она, конечно, также является очень важной. Годом раньше, в 511 году, Дюрер обращается вновь к иконографии Иеронима Ученого. Это Иероним в келье. Опять-таки гравюры на дереве и та же, по сути, иконография, как и в самой ранней гравюре в фронтисписе к письмам святого Иеронима 1492 года. Но гравюра 1492 года смотрится рядом с этой просто архаизмом, произведением 15 века. Здесь в гравюре 511 года и перспектива, и трехмерное пространство, и свет, и материальность. Все свидетельствует о влияниях итальянского Ренессанса. И, пожалуй, это один из самых проитальянских вариантов Иеронима и самый классический вариант Иеронима у Дюрера. Подтверждением тому может служить подготовительный рисунок к этой гравюре из Амброзианы, который показывает Иеронима не в таком узком маленьком пространстве, трансформированном здесь, да, сузившемся в гравюре, а в очень большом и обширном зале, кабинете студиола, кабинете итальянского ученого. И, очевидно, он восходит к работе Карпаччо в Скола ди Сан-Джорджо-де-ле-Скиавоне в Венеции. И вот эти три гравюры начала 1510-х годов, они послужили подготовительным этапом перед самым важным, самым значительным изображением его святого Иеронима. Это святой Иероним в келье 1514 года, резцовая гравюра и одна из так называемых мастерских гравюр. Почему они мастерские? Потому что это гравюры, которые как в техническом отношении очень сложны, так и в интерпретационном, символическом они имеют многозначные и очень сложные смыслы. В мастерские включаются три гравюры 513-14 года. Это «Рыцарь смерти дьявол» 13 года, это «Святой Иероним» 14 года, и это «Меланхолия» тоже 14 года. Некоторые ученые считают, что это был законченный цикл, и он показывал разные формы человеческой деятельности, разные виды человеческой деятельности. Некоторые ученые считают, что тоже это цикл, но цикл не законченный, потому что здесь Дюрер хотел представить 4 различных человеческих темперамента, и в таком случае должен был бы существовать 4-й лист. Но, как бы то ни было, из дневников Дюрера 1520-21 года явствует, что он дарил или продавал обычно 2 гравюры в паре. Это Иероним и Меланхолию. То есть «Рыцарь смерти дьявол» в этот цикл в данной ситуации не входила. И в случае вот этой пары, вот этого диптиха, наверное, можно говорить о противопоставлении 2 видов человеческой как раз-таки деятельности, 2 форм: дневной формы,
такого интеллектуального, умственного труда, четкого разума. А с другой стороны, это сумрак, да, меланхолии, это сумрачные бдения, видения и различные, возможно, даже и суеверия. Наверное, нет однозначного ответа в неразрешимом многолетнем споре ученых, как бы то ни было. На мой взгляд, святой Иероним самое совершенное в техническом отношении из всех трех мастерских гравюр Дюрера работа. Здесь зритель может различить мельчайшие детали на точнейше переданных в своих материальности предметах. Очень сложна эта гравюра и в пространственном решении, поскольку здесь дается угловая перспектива, но эта угловая перспектива немножко смещается на переднем плане, и Дюрер ставит на переднем плане ступени, лестницу, давая возможность зрителю вступить, открывая пространство и давая зрителю возможность вступить в это открываемое пространство и оказаться рядом с Иеронимом внутри комнаты, оказаться человеком соприсутствующим здесь. И эта комната, конечно, она наполнена деталями. И этот болтливый язык деталей, он заставляет играть пространство. Действительно, те предметы, которые наполняют пространство, они делают его уютным. И интерьер делают, ну, по крайней мере, на первый взгляд, похожим на интерьеры из произведений художников Бидермайера. Здесь, конечно, есть и обычные атрибуты Иеронима. Это лев, это кардинальская шляпа. Конечно, известно, что никогда Иероним кардиналом не был. Это прекрасная выдумка итальянцев XIII века. Это книги, это распятие, это череп. Череп же, он служит и символом бренности, ровно как и песочные часы, бутылочная тыква над головой Иеронима, символом мементо море, помни о смерти. И тем не менее, главным героем этого пространства, этой работы является не игра фантазии, не игра символов, а игра света, который сам по себе здесь выступает символом. И именно свет оживляет поверхность каждого предмета, делая его реальным и материально ощутимым. И именно свет сам по себе является символом и божественным символом. В письмах святого Иеронима не раз упоминается именно божественный свет, с которым он сталкивается. Ну, свет не только божественный, но также этот свет становится светом в этой связи, светом просветления, разума, науки и интеллектуальной деятельности. И вот так образ святого Иеронима в искусстве Дюрера символически передает послание и современникам, демонстрируя стойкость и тот отверженный труд, интеллектуальный труд, который может стать в уединении нам удовольствием и даже просветлением. Спасибо за внимание.